Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу вам показать свои результаты утреннего Project Pen за сентябрь месяц. Давайте посмотрим. В этом месяце я очень мало красилась по утрам. Изначально утренний Project Pen у меня был предназначен для походов на пляж и для каких-то выходов под палящее солнце. Такой минимальный набор продуктов. Поэтому чем дальше от нас купальный сезон, понятное дело, что тем меньше я пользуюсь этими всеми продуктами, и результаты, наверное, не такие уж потрясающие, как могли бы быть. Ну, давайте обсудим. Первое средство у меня в этом проекте — это солнцезащитный крем от Холика Холика. Это белый такой, очень плотный солнцезащитный крем с высокой степенью защиты. Этим он мне очень нравится. Он выбеливает лицо, это очевидно видно. Но, в принципе, затем он впитывается, и я прохожусь бронзером по лицу, как пудрой, и, в принципе, смотрится он нормально в итоге. Значит, здесь ничего практически не поменялось. Я за сентябрь месяц пользовалась им всего раз 5, наверное. Обильно, но всего раз 5. Поэтому он практически не поменялся с августа. Здесь даже отметку ставить негде, потому что он не просвечивается ниже вот этого уровня. Я после октября этим средством пользоваться не буду. В принципе, его здесь объективно полтюбика. И я хочу на него поднажать в октябре. Я хочу взять себя в руки и все-таки закрыть пляжный сезон активно и повозить детей на море, может быть, в будни также. Поэтому, надеюсь, буду расходовать его также на шею и на кисти рук. И надеюсь, что он у меня, если не закончится, то прямо вот его чуть-чуть останется по итогам месяца. Посмотрим. Я просто не хочу это средство хранить. Я его в дальнейшем буду выбрасывать, потому что срок годности у него 12 месяцев после открытия. Открыла я его в мае. До следующего купального сезона он не доживет, а такой высокий фактор защиты зимой, в зимние месяцы, мне не нужен, тем более он очень плотный, он нецелесообразный. Так что вот, изменений по этому продукту нет. Ставлю его вот на эту сторону, как обычно. У меня здесь пустышки, здесь продукты, которые не поменялись в течение месяца, а здесь продукты с хорошим прогрессом. Сразу после нанесения солнцезащитного крема я использую вот такой консилер от Clinique Even Better. У меня это темноватый оттеночек CN10. Он мне пока подходит. На удивление, в прошлом году я посветлела гораздо быстрее. Уже в октябре я не могла пользоваться своими темными тональными средствами. Но в этом году неплохо. Я наношу его на все лицо. Под глаза наношу другой светлый оттенок. Этот использую на все лицо. Корректирую какие-то покраснения, высыпания и так далее. И вот я его отметила. Он довольно-таки густой, поэтому его не отстоять, но его можно вот так прокрутить, и я отметила. И видите, в принципе, даже вот здесь уже есть просветы, но я все равно отметила на вот таком вот уровне. Думаю, что этому консилеру максимум месяц, и я надеюсь, что я его закончу. После этого отчета я, скорее всего, вытащу ограничитель и закончу его окончательно. Это темный оттенок. У этого консилера срок годности 6 месяцев после открытия. Кремовые продукты для лица. Я не передерживаю сроки никогда, потому что у меня чувствительная кожа. У меня начинаются такие воспаления, именно не прыщики, а вот именно покраснения. И это сразу же говорит о том, что у продукта подходит срок годности. Поэтому я вот именно за продуктами для лица, для кожи лица я очень сильно слежу. То есть я могу пренебречь там сроком годности помады, потому что у меня никогда не было реакции на помаду. Или там может быть вот базы под тени, я пользовалась 3 года. Но для лица, для кожи я никогда не пренебрегаю сроками годности. Поэтому эту штуку я обязана просто закончить, либо довести до какого-то такого состояния полузакончившегося. В принципе, там его уже очень мало. Средство такое кремовое, густенькое, но видите, как консистенцию такой сметанки. В принципе, мне понравился продукт, просто темноватый оттенок, но сам по себе он очень достойный. Здесь все хорошо. Далее идут пудровые продукты для лица, и тут, конечно, полный провал. Во-первых, бронзер. Что я вообще хотела увидеть, не знаю. Я им пользовалась там, может быть, раза 3-4. Вообще предполагалось, что я хотя бы сотру с центра узор пальм, но нет.
Нет, он очень пигментированный. Он хорошего оттенка, хорошо ложится, не пятнит. Хороший бюджетный продукт. Вообще, в принципе, бронзеры от Catrice, я думаю, что вы сами, девчонки, знаете, они достойные. Вот такой здесь оттенок, это именно бронзер. Он скорее с желтоватым подтоном, не с розовым. Мне он подходит на лето, и я думаю, что пускай он будет. Просто хотелось бы, конечно, видеть хоть какое-то изменение, но здесь его пока нет. Я набираю его с центра просто кисточкой. Его просто нужно очень мало. Также я этим бронзером прорабатываю складочку века. Вот. Тоже изменений нет. Далее у меня идут румяна. Это запеченные румяна от Catrice, оттенок 010 Blooming Hibiscus. И мне кажется, тут не было никаких изменений. Хотя, в принципе, вот сейчас я смотрю, ну, вроде они стали более покатыми, да? Такая вот эта вершинка стала более пологой. С этого месяца я начала набирать их из центра, и, наверное, вот в связи с этим и это изменение и произошло. Ну, хоть что-то. На самом деле, это довольно рыхлые румяна. Но их, конечно, заканчивать и заканчивать. Я даже не уверена, буду ли я это делать. Они мне подходят. Они хорошо смотрятся с остальными продуктами из проекта. Хорошие. Потихонечку уходят. Но вот вы знаете, такого прогресса, чтобы вот прямо у меня как с боков уходило раньше, почему-то такого же я не вижу последние 2 месяца. Возможно, ну просто я объективно стала меньше краситься. Ну, тут хотя бы какое-то изменение. Далее хайлайтеры. У меня есть хайлайтер от Revolution. Коллаборация с котами-аристократами. Не помню уже оттенок. Вот такой вот он, розово-золотой. Здесь вообще нет изменений. Я его начала набирать вот отсюда. Но по какой-то причине он у меня перестал уходить, перестал меня радовать. Красивый цвет. Если его в кожу вполировать, смотрится достойно. Когда эти продукты смешиваю на лице, они смотрятся очень хорошо, особенно вот в эту тему пляжа, загара, такого чего-то. Также раньше я этот продукт использовала еще как тени. Наносила его в внутренний уголочек глаза. И из-за того, видимо, что я меньше стала им пользоваться в качестве теней, хайлайтер стал уходить меньше. Вообще я думала, что к концу года хотя бы половину этого хайлайтера я израсходую, а остальную половину пущу на какой-нибудь шиммер для крема, для тела, ну что-то такое. Но вот пока непонятно. Пока объективно где-то, ну, 1/3 от него. Чуть больше 1/4, но где-то 1/3 я израсходовала. Ну что поделаешь, у меня слишком много хайлайтеров в этом году в проектах, надо будет пересмотреть продукты на следующий год, правила отбора продуктов. Как-то я с хайлайтерами провалилась, мне кажется. В общем, в этом месяце хайлайтер от Revolution меня не порадовал. И еще у меня один есть нескончаемый продукт. Это The Balm Let's Bold. Очень красивый, на самом деле, хайлайтер. Золотой оттенок, классный. Хорошо смотрится на загорелом лице, опять же. Я его использую для тела. Я его наношу таким легкой кисточкой, таким тонким шиммером. Он не дает вот этого желтого оттенка, он дает золотые блестки отдельные. Красиво смотрится на теле, и мне нравится. Знаете, как бывают кремы с шиммером, ты их наносишь, а потом блестки слетают после того, как крем впитывается. Вот здесь вот блесточки настолько мелкие, что они потом держатся. Я весь день вижу и блеск на руках, и на ногах, очень красиво. Но из-за того, что наношу такой кисточкой веерной, да, очень пушистой, но здесь не видно вообще расход, хотя я столько уже им пользовалась, но не видно расход. У меня на этот хайлайтер есть определенные планы, я, скорее всего, его перекину в палетку для лица, но об этом в конце года. Вот здесь, опять же, тоже изменений никаких нет. Это были все продукты для лица. Давайте переходить к продуктам для глаз. У меня в проекте двое теней. Во-первых, однушка от Офра. И я не уверена, что будет виден результат. По-моему, ничего не поменялось. Хотя я ее наносила. Я пыталась выковырять ее вот отсюда, наверное, зря. Надо было не с краешку ее выбирать, а просто расширять донышко. Хороший продукт.
бронза такая насыщенная. Наношу тоненько на глаза, получается очень красиво. Изменений нет. И еще один продукт для глаз, по которому просто микроскопическое изменение. Не знаю я, что с этими тенями делать, я честно ими пользуюсь. Просто их невозможно использовать в большом количестве. Я их наношу буквально вот такими вот движениями, а потом пальцем распределяю вот так вот поверх бронзы. И бронза становится посветлее и более такая искристая, с крупными блестками. Вот только в таком исполнении мне нравятся эти тени. Ну, они прям не заканчиваются, ну, прям не заканчиваются. Я их отмерила, я там выровняла уровень кое-как, лишь бы показать самой даже себе, что я израсходовала эти 2 миллиметра, но объективно, ну, не знаю, когда они закончатся, хотя я так хотела их до конца года вывести. Ну, давайте поставим его в сторону якобы продуктов с прогрессом, но на самом деле хорошие продукты, невозможно пользоваться им самостоятельно, я уже говорила, они плешивят только как вот топпер. Вот. Ну и, соответственно, бесконечный какой-то расход. Далее по продуктам для глаз у меня в проекте вот такая тушь. Это тушь от Luxe Visage, и она уже скоро закончится, она пока есть. Но тут, во-первых, уже и на кончике ничего не выходит, хотя раньше было. И, вы знаете, я почему-то не испытала восторга от этой туши. Я почему-то от этой туши многого ждала, ведь ее так хвалят, и она считается бестселлером у Luxe Visage, вот именно красненькая XXL. Я не помню, какой-то блогер ее постоянно хвалил, я прям ее запомнила. Поэтому, когда я делала закупку на Wildberries, я помню, что я прям, ах, точно же, была еще красненькая Luxe Visage XXL, надо взять попробовать. Ну, не знаю, как по мне, туши Golden Rose, они лучше, вот. Несмотря на то, что у них качество нестабильное. Я причем, это чисто субъективное такое, знаете, ощущение, потому что я даже не могу вам сказать, чем она мне не нравилась. Просто мне не нравилось, как она наносилась. Недостаточно густо, вполне возможно. Слишком тонко. Мне такое не нравится. Мне нравится, когда тушь прям дает объем. И вроде все нормально, но не так, как я привыкла. Поэтому претензии не обоснованные, но они есть, так сказать. Повторять не буду, смысла нет. Закончу, я думаю, что к следующему отчету это будет пустышка. Единственная пустышка, и то условная, в этом месяце, это моя помадка от Essence. Дело в том, что она засохла. Я уже в прошлом отчете говорила, что она как-то странно быстро стала засыхать на кисточке, и вот в конце концов она просто, ее перестало быть возможным нанести, скажем так, на брови хорошо. То есть она стала ложиться плохо, и брови стали выглядеть плохо. И, в общем, я решила ее не мучить. Ее там уже совсем немножко осталось, буквально, наверное, вот столько. Вот, просто по стенкам размазана, и из-за этого она еще быстрее засыхает, потому что тонкий слой вот этот вот остался, всего ничего. В общем, это пустышка. Разводить я ее, естественно, не буду. Хороший, в принципе, продукт. На самом деле, был бы другой оттенок мне подходящий. Цены бы этой помадки не было. Я видела, она вроде продается до сих пор, хотя почему-то мне кажется, что это очень старый запуск. Я случайно купила эту помадку в Турции. Я помню, она стоила в переводе на рубли, ну, может быть, рублей 150. Ну, прям совсем копейки. Вот. И я довольна, я ей попользовалась. Ну, все, ей уже пора на покой, поэтому это будет пустышка. К ней на замену сразу добавляю вот этот вот маркер от Vivienne Sabo. У меня это оттенок 02. Добавляю не чтобы закончить, потому что для меня эти маркеры просто нереально закончить. У меня было уже 2 таких, точнее 3. И вот 2 из них именно в оттенке 02 служили мне по полгода. Я не знаю, может быть, потому что мне надо мало что прорисовывать, буквально, может быть, на кончике брови. И в начале брови я рисую себе волоски. Взяла специально, чтобы у меня в этом наборе косметики было что-то для бровей. Вот. Это просто будет та штука, которой я буду пользоваться. Не будем никак ее отслеживать, это в принципе-то и невозможно. Также у меня в проекте я себе вводила такой продукт, как утренний аромат. И это Atelier Bull Eau de Cologne Turkish Rose. И вот такой здесь прогресс.
очень много. То есть сначала я поставила отметку вот здесь, но позадержалась с отчетом на целую неделю, и за это время еще вот столько израсходовала. То есть у меня вот столько ушло за месяц. Как вы можете понять, если регулярно пользоваться этими водичками от ательера Bull, заканчиваются они очень быстро. Вот. Поэтому я думаю, что это будет точно пустышка в следующем месяце, и я с удовольствием попрощаюсь с этим флаконом. Никакая вообще вода, просто, знаете, простой, свежий, легкий аромат, порадовать себя полчасика утром. Все, больше никакой смысловой нагрузки он не несет. Выходишь из дома и можешь не переживать, что в жару кого-то им придушишь, просто потому что это невозможно, он слетает моментально. Хочу закончить, и чтобы у меня не было лишнего флакона, который мне, в принципе, не особо-то и нравится. Вот, поэтому здесь мне все нравится, здесь пусть уходит она. Отлично, буду заканчивать. И остались продукты для губ. Во-первых, у меня в проекте вот такой вот карандаш. Это Баксом оттенок хаш-хаш, напоминаю. Хороший такой оттенок, для меня подходящий. Для меня это нюд. Может быть, он будет рыжеватым на более прохладной внешности, мне идет, но уходит в микроскопическом количестве. Я за месяц сточила его 2 раза, и сейчас на картинке будет видно, что, может быть, ну, сточилось 4 миллиметра. Поэтому, ну, это такое будет очень долгоиграющее средство. Ну и ладно, в принципе, пускай. Главное, чтобы оно когда-то закончилось. Для меня это повседневный карандаш, грубо говоря. И пускай, пора его уже выводить, ему достаточно много лет. Также у меня в Project Penny масло для губ от Golden Rose. Покупала его в магазине у дома случайно, прямо на кассе. Ну и мне не понравился аромат. Оно дает оттенок такой розовенький, приятный. Я использую его в качестве бальзама-праймера. Работает, пока наношу макияж, потом я его убираю салфеточкой и наношу уже карандаш и блеск. За месяц ушло вот столько. В принципе, довольно хороший расход. Я думаю, что за пару месяцев я с ним справлюсь и попрощаюсь. Мне все в нем устраивает, все в нем классно. Мне не нравится только аромат. Ну и знаете, есть просто такие покупки, когда ты купила, потом думаешь, ну и зачем? Зачем мне очередное масло? Поэтому очередное масло мне не нужно, поэтому вывожу. Так, в общем, здесь мне нравится, все хорошо. И мой блеск золотистый тоже от Golden Rose, оттенок 02. Не знаю, скажет это вам чем-нибудь или нет. Поищу, есть ли такие блески, продаются ли они в России. У меня за месяц ушло вот столько. То есть я сначала отметила здесь, но на прошлой неделе я им плотничком пользовалась, и сегодня перед видео еще одну отметку сделала. То есть за месяц плотного использования ушло много, прям много. Стало уходить больше, потому что я его стала не только утром использовать, я его еще добавляю как топпер на свой дневной блеск. Вот. И благодаря этому вот сколько поменялось. Я думаю, что здесь также, такими же темпами, если держать этот темп, здесь продукта месяца на 2. Круто. Я бы все-таки очень хотела его закончить до конца года. И хоть что-то для губ, чтобы у меня закончилось. Забыла вам его нанести. Ну, я думаю, что вы его уже видели. Плотный такой блеск с обилием золотых блесток. Именно поэтому идет так медленно, потому что очень много блесточек, и он пигментированный. Ну вот что и получилось. Одна пустышка, один новый продукт. Почти все пудровые продукты без изменений, что не может не огорчать. И вот по каким-то расходникам, да, прогресс идет. Что я планирую в течение месяца за октябрь? Я думаю, что у меня точно закончится тушь. Скорее всего, точно закончится ательер Bull. И, возможно, закончится консилер от Clinique. Но даже если не закончится, я его буду убирать из проекта. Я думаю, что в ноябре, ну уж точно, он мне будет темным. Вот. Больше ничего, я думаю, не закончится совершенно точно. Ну а по прогрессу будем смотреть. И октябрь это будет последний месяц, когда я использую вообще такое понятие, как утренний Project Pen.
потому что он мне в дальнейшем, такой концепт, не понадобится. То есть зимой я практиковать такой макияж не буду. Будет достаточно прохладно для того, чтобы я смогла спокойно нанести свой обычный дневной макияж и проходить с ним весь день. Солнце будет такое, что мне будет достаточно SPF 30, и не нужно будет вот этим вот пользоваться. Поэтому я остатки от этого проекта по результатам октябрьского отчета за октябрь, я эти остатки продуктов объединю со своим основным Project Pen, и уже ноябрь, декабрь и, может быть, январь я буду добивать свой Project Pen 23 года в рамках одного проекта. Вот. Так что, девчонки, спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, это видео вас немножко отвлекло, расслабило, принесло вам какое-то удовольствие. Спасибо большое еще раз за просмотр, за ваше время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, мне очень это приятно. Подписывайтесь на телеграм-канал. Всем спасибо, всем пока-пока.